Добрый день всем! Сегодня поговорим о походке и нарушениях речи. То есть, как походка на носочек связана с задержкой речи. Очень часто мы видим таких детей, которые бегают на цыпочках, да, то есть, когда они очень возбуждены, когда что-то видят, когда очень эмоциональны, радуются или после просмотра мультсериала, они встают на цыпочки и бегают. Так вот, это называется повышение тонуса в мышцах-разгибателях голени. Причины могут быть различные, но чаще всего это пирамидная недостаточность. То есть повышение тонуса обусловлено поражением пирамидных систем между корой головного мозга, подкорковыми структурами и шейным отделом и спинным мозгом. То есть вот такое нарушение команды, которое дает голова. Обычно носочек непостоянный, связан с эмоциональным возбуждением и очень часто сопровождается еще и взмахами руками и может быть также горловыми звуками. У таких деток будет тоже задержка речи. Почему? Потому что тонус повышается не только в носочках, в ножках, тонус повышается и в языке. Повышен тонус в корне языка, повышается глоточный рефлекс, повышается тонус в языке, язык становится горочкой, и в начале речевой инициации, когда ребенок начинает говорить, он может даже кричать при этом, и звуки будут горловыми. Горлом. То есть вот это и есть повышение мышечного тонуса в гортани. Но почему это нужно лечить? Потому что повышение мышечного тонуса, в том числе и в мышцах языка, и повышение глоточного рефлекса ведет и к другим нарушениям. В частности, это проблемы с пищеварением. Такие детки избирательны в еде, они не любят пищу, которая комочками сделана, да, и для того, чтобы сформировать им пищевой комок, требуются усилия, а тут повышенный тонус. У них повышенный глоточный рефлекс, повышенный рвотный рефлекс может быть. Поэтому это будет связано с питанием и с дисфункцией, в том числе и желудочно-кишечного тракта. А также мышечный тонус может приводить к повышению тонуса в мышцах шеи, что меняет кровообращение в шейном отделе, в позвоночных артериях. И такие детки, конечно, могут жаловаться и на головную боль. Все это приводит к напряжению, к стрессу, к дезадаптации и к постоянному эмоциональному напряжению ребенка. Да? Поэтому походка на носочек приобретает такой хронический характер. Что же делать? Но прежде всего это консультация невролога, потому что пирамидная недостаточность лечится, и здесь применяются препараты неврологического плана. Сосудистые препараты, нейротрофные препараты, препараты миорелаксанты, которые снимают мышечный тонус. Это витамины группы В, и так далее. Дальше физиолечение – это электрофорез со спазмолитиками, это магнитолазер, это различные магниты и лазеры в отдельности и в составе комплексной терапии. Остеопатические обязательно техники применяются, так как надо снять это мышечное напряжение, которое, возможно, еще с рождения существует у ребенка. Массаж обязательно расслабляющий на верхний плечевой пояс и спину. А также различные техники лечебной физкультуры, которые способствуют снятию этого мышечного напряжения. А дома, что же мы можем сделать дома? Дома это плавание, это ванны с расслабляющими травами, может быть солено-хвойные ванны, это душ, то есть гидромассаж. А также плавание рекомендуем как секцию в бассейне, да, также как плавание с родителями, очень полезно. Различные элементы йоги, пилатеса, они тоже способствуют расслаблению мышечного тонуса. И, конечно же, не забываем о том, что ежедневное выполнение зарядки очень важно, соблюдение режима дня, исключение гаджетов, телефонов, телевизоров, компьютеров, то, что возбуждает эмоционально ребенка. Спокойная обстановка родителей приводит к тому, что ребенок становится терпимее. И, соответственно, эмоциональный тонус становится более положительный и способствует правильной опоре на стопу и правильной формированию речи. К кому еще следует обратиться? Еще следует обратиться к логопеду. С помощью логопедических мероприятий, это артикуляционный массаж, это артикуляционная гимнастика, это занятия на язычок, можно тоже улучшить этот тонус. Спасибо за внимание.